Всем привет! Доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и я хочу поговорить с вами о необычных возможностях Xiaomi, в частности на MIUI 14. Я подобрал одни из самых ходовых и необычных настроек Xiaomi, и как я уже сказал, в основном это затронет MIUI 14, но также это подойдет и на другие оболочки MIUI. Данные настройки однозначно будут вам полезны и нужны. Конечно, некоторые из них вы точно знали, а некоторые точно нет. И, друзья, стоит отметить, что на некоторых бюджетных моделях Xiaomi кое-каких из этих настроек может не быть, в силу бюджетности смартфонов. Как вы видите, снимаю я этот ролик на своем Redmi Note 10 Pro. Это среднебюджетный смартфон. Его оболочка приближена к премиальным смартфонам, и большинство интересных настроек MIUI здесь имеются. Итак, давайте приступим к разбору настроек, и также попрошу вас подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, ведь у меня регулярно выходят интересные и полезные ролики. Итак, первая полезная настройка Xiaomi – это вынос отдельных чатов в отдельное окно из различных мессенджеров. Смотрите, как это работает. Например, из Телеграма вам приходит уведомление, которое висит в шторке. Вот здесь справа сбоку есть такой ярлык, который позволяет вынести чат в отдельное окно. Нажмите эту иконку в правом нижнем углу. Именно данный чат появится в отдельном окне на вашем рабочем столе. Нажмите на него, чтобы его скрыть. Теперь он останется на вашем рабочем столе, в любом месте, куда вы его перенесете. Также в этом состоянии чата, в котором он находится сейчас, если вам пришлет данный человек какое-то сообщение, то оно выйдет прямо отсюда сбоку, короткой надписью. Это очень удобно. Чтобы закрыть такой чат, удержите на нем и доведите вниз экрана до этого крестика. Отмечу важную деталь, что такие чаты на некоторых моделях Xiaomi надо активировать отдельно. Сейчас покажу, как это сделать. Нужно зайти в приложение Activity Launcher. Если у вас еще нет этого приложения, то вы можете скачать его по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Также, пожалуйста, не забудьте на него подписаться. Там я выкладываю все свои свежие ролики. Так вы ничего не пропустите. Итак, Activity Launcher у нас загрузился. Открываем поиск. Пишем в поиске «Быстрые ответы». Должно открыться приложение «Безопасность» и ниже настройка «Быстрые ответы». Эта настройка называется Quick Replay Settings Activity. Это скрытая настройка Xiaomi, на бюджетниках и среднебюджетниках до нее просто так не добраться, только через Activity Launcher. Но на более премиальных смартфонах она есть в настройках. В общем, заходим в нее. Активируем галочку «Быстрые ответы». Здесь находим Telegram и ставим на нем также галочку. Друзья, также отмечу, что вот такие чаты должно поддерживать само приложение, которое вы здесь выбираете. Например, ВКонтакте еще такого не придумали. У них это не работает. А вот Telegram реализует поддержку таких чатов. И это действительно очень удобно. Также отмечу, что когда вы все это активировали вот с этим чатом Telegram через шторку, теперь именно от этого человека у вас будет вылазить постоянно вот этот отдельный чат. Чтобы это закрыть, когда придет следующее сообщение вот здесь, просто нажмите на ту же иконку в правом нижнем углу, чтобы отключить данный чат. Здесь в этом же приложении мы плавно переходим к следующей настройке. Найдите здесь приложение Viber и поставьте на нем галочку. Теперь эти быстрые ответы можно свернуть и даже закрыть. Открываем приложение Viber, вызываю фоновые окна, удерживаю на приложении Viber, открываю его в плавающем окне. Теперь, друзья, смотрите, беремся вот здесь и резко передвигаем его вправо. Приложение в плавающем окне переходит в такой режим, его можно также перетаскивать в разные части экрана. Суть заключается в том, что когда мы поставили галочку «Быстрые ответы» в этих скрытых настройках, вот здесь, на Viber, теперь, если вы таким образом свернете Viber, и в этот момент вам кто-то напишет какое-то сообщение, то оно появится вот здесь сбоку небольшим островком. Думаю, здесь все понятно. Также снова отмечу, что само приложение должно поддерживать эту функцию. Например, если мы сделаем то же самое с ВКонтакте, то всплывающие чаты с островком оно не поддерживает. Пока что они не ввели такую функцию. Переходим к следующей скрытой полезной настройке Xiaomi. Зайдите в основные настройки, в поиске настроек пишем «Доступ ко всем файлам» и заходим вот в эту настройку. Друзья, это скрытый и очень полезный менеджер системы MIUI на Xiaomi. Сейчас объясню, чем он полезен.
Через него можно отключать большинство системных приложений. Например, смотрите, зайдем в Google Ассистент. Здесь есть кнопка «Отключить». Если вы ее нажмете, то приложение полностью деактивируется. Соответственно, нажимаем вот здесь еще «Показать системные процессы», и мы увидим все скрытые процессы и системные приложения. Недавно на своем канале я снимал видео, вот оно, можете его посмотреть. Там я показывал, как через такой же менеджер отключить одно системное приложение на Xiaomi, которое реально поджирает вашу батарею. После его отключения батарея начинает держать лучше. Советую вам посмотреть ролик и отключить это приложение, если вы этого еще не делали. В том видео я показывал, как в этот менеджер заходить через отдельное приложение, но также вы сможете отключить то приложение и через этот менеджер, который я показал здесь. Двигаемся дальше. Следующая полезная настройка Xiaomi находится в заметках. Здесь нажимаем настройки, внизу быстрые заметки. Активируем вот эту галочку. Идем на рабочий стол. Друзья, эта функция будет действительно очень полезна многим людям, например, по работе. Я сам ей пользуюсь, она спасает во многих ситуациях, если вам нужно сделать заметку, либо выдержки. Сейчас объясню, что это такое. Во-первых, как вы поняли, после активации этой функции вот здесь на экране появляется риска, которая всегда присутствует. Потянув за нее, вы попадаете в меню быстрых заметок. Первое, вы можете создавать прямо отсюда задачи со звуковым напоминанием. Пишем здесь то, что вам нужно сделать, нажимаем «Напоминание», выставляем время и число, нажимаем «Ок». Теперь, конечно же, все это можно свернуть, и в определенное время вам поступит упоминание. Это очень удобно. Конечно, отсюда же также можно создавать заметки, а еще выдержки. Запускаем выдержку. Друзья, что это такое? Эта выдержка записывает все действия, которые вы делаете на экране, но не как видео, а как заметки. Смотрите, например, я делаю скриншот. Теперь, к примеру, я захожу на какой-то сайт и копирую текст. Нажимаю «Копировать». Смотрите, выдержка была создана. Теперь, допустим, сохраняю вот это изображение. Нажимаю на данную полоску. И здесь мы увидим все наши действия, которые мы делали. В форме заметок. Очень полезная функция, например, в журналистике или в подобных профессиях. Чтобы остановить запись выдержки, просто нажмите вот здесь «Стоп». Идем дальше. Дальше нам снова понадобится Activity Launcher. Конечно же, друзья, я не мог оставить этот выпуск без парочки рабочих скрытых настроек от Xiaomi. Возможно, кто-то о них не знает. Итак, в поиске Activity Launcher пишем «Пульс». Заходим в него. Друзья, как известно, эта функция присутствует на премиальных смартфонах Xiaomi. И это не какое-то отдельное приложение. Это функция, которая установлена в оболочку MIUI. Но, повторюсь, она присутствует только на более премиальных смартфонах. Конечно, как вы уже поняли, на большинстве среднебюджетниках она также есть, но она просто скрыта, и в нее можно заходить через Activity Launcher. Приложите палец на вашу камеру, при этом произойдет измерение вашего сердцебиения. Нажмите «Показать отчет». Если вдруг вы захотите пользоваться данным приложением постоянно, сверните Activity Launcher, теперь удержите на нем. О приложении. В этом меню дождитесь загрузки, появятся другие разрешения. Нажмите на них и поставьте вот здесь галочку. Основная галочка – это ярлыки рабочего стола. Включите ее. Снова идем в Activity Launcher, пульс, нажимаем 3 точки. Здесь нажимаем Edit Shortcut. Нажимаем вот этот ярлык, ждем загрузку и выбираем любой ярлык по вашему вкусу. Create Shortcut. Теперь измерение пульса появится вот на таком ярлыке. Для следующей скрытой настройки нам также понадобится Activity Launcher. В поиске по-английски пишем Speaker. Потом вот здесь находим настройки. Вот оно. И заходим в эту опцию. Данная настройка также есть на более премиальных смартфонах Xiaomi. Но здесь она у нас также есть, просто она скрыта. Нажимаем на нее, нажимаем «Понятно». Вам нужно сделать максимальную громкость, при этом будет происходить очистка ваших динамиков. Кстати, это реально работает, я это проверял несколько раз, происходит очистка от пыли и мелких крошек. Двигаемся к следующей настройке. Зайдем в основные настройки, уведомления и центр управления, идем вниз, доступ с экрана блокировки. Тоже данной функцией немногие пользуются, а ведь она есть на наших смартфонах Xiaomi.
Если у вас активированы вот эти галочки, то любой человек на вашем заблокированном смартфоне с экрана блокировки сможет вызывать шторку. И здесь уже делать, что он хочет. Например, включать или отключать интернет, а также местоположение. В общем, если вы опасаетесь за конфиденциальность и безопасность вашего смартфона, снимаем эти две галочки. Теперь на заблокированном смартфоне никто не сможет вызвать вашу шторку. Для этого потребуется ключ. Здесь все понятно, идем дальше. Основные настройки, активные экраны блокировка, в самом низу быстрый запуск камеры. Ставим эту галочку. Делаем быстрое двойное нажатие по качельке громкости вниз. И у вас без всякой разблокировки смартфона откроется камера. И вы, конечно же, сможете делать снимки. Следующая настройка. В меню настроек в поиске пишем «Управление одной рукой». Заходим в эту опцию. Активируем галочку. Далее в основных настройках идем в рабочий стол. Способ навигации выставляем жесты. Снимаем галочку «Скрыть полноэкранный индикатор». Теперь у вас появилась вот такая полоска внизу. И теперь, когда у вас открыто много фоновых приложений, просто потяните за нее, и данные приложения начнут переключаться, словно перематываться. Также мы включили настройку управления одной рукой. Если вы держите смартфон одной рукой, касаемся пальцем вот здесь над полоской и делаем резкое движение вниз, вот так. Рабочий стол смартфона уезжает вам под палец, и вы можете пользоваться одним пальцем, если держите смартфон одной рукой. Чтобы вернуть все обратно, делаем вот такой свайп. Это также в некоторых ситуациях очень удобно. Покажу еще одну полезную настройку, о которой не все знают. Зайдем в основные настройки, расширенные настройки, функции жестов. Внизу дважды коснитесь сканера отпечатков пальцев. Нажимаем сюда. Здесь, друзья, вы можете включить одну из этих функций. Например, снимок экрана, фонарик, центр управления, шторка уведомлений, активация Google Ассистента, запуск камеры, калькулятор, режим без звука или сбор журнала проблем. В общем, к примеру, ставим центр управления. Теперь двойной тап по сканеру отпечатков пальцев будет открывать центр управления и также закрывать его. Либо кому-то будет удобно делать снимок экрана таким образом. Друзья, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, ставьте ему лайк, напишите в комментариях, какие необычные и полезные настройки MIUI я упустил. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!